you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые динамические внутриканальные наушники от компании InAwaken стоимостью $70. И приходят они в небольшой по габаритам коробке с минималистичным оформлением, где на лицевой части тут имеется изображение наушников и указано название этой модели Mistwood. Ну а здесь уже имеется график частотной характеристики этих наушников при использовании разных звуководов и были указаны технические характеристики. И за звук в них отвечает один 11,2 мм динамический драйвер с алмазно-золотой диафрагмой и ПУ подвесом. Но чувствительность составляет 108 дБ, и они получили сопротивление 32 Ома. И сразу вам скажу, что на раскачку эти наушники будут довольно легкие. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и обычным штекером на 3,5 мм джек. Инструкция по использованию наушников. 2 набора силиконовых амбушюр. Ну и сменные звуководы для небольшой коррекции звучания. Серебристые для более сбалансированного звука, но золотые для более энергичного. Эти наушники довольно небольшие, они выполнены из прозрачной смолы и имеют металлические фейсплейты с ЧПУ обработкой и использованием смолы для очень вот таких вот красивых текстурных вставок, которые тут буквально сразу привлекают внимание. Но здесь у них находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а тут располагаются 3 отверстия для компенсации, а также имеется маркировка канала и указано название этой модели. Ну а звуковод тут был выполнен из металла, он имеет длину около 4 мм, диаметр 6 мм и он прикрыт защитной сеточкой с узором, а также получил выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. Ну а поскольку эти наушники получились достаточно небольшие, то и сидят они в ушах отлично, обеспечивая как комфортную и плотную посадку, так и хорошую звукоизоляцию. Да и их комплектный кабель оказался вполне нормального качества. И конечно выбор из разных силиконовых амбушюр здесь вас точно порадует. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников InAwaken Down Mistwood при использовании разных звуководов. И первое, что мы здесь видим сразу, это одинаковое усиление низких частот на 10 дБ при использовании как золотистого, так и стандартного серебристого звуковода. Ну а далее тут следует плавный переход к области нижней середины. А вот усиление в области верхней середины здесь в случае серебристого звуковода почти идеально соответствует моему таргету, тогда как в случае золотистого звуковода эта область получает уже дополнительное усиление, из-за чего подача вокала становится уже более выразительной. То есть с этим звуководом эти наушники будут уже заметно так ближе к привычной и энергичной для многих Harman подаче. А вот высокие частоты тут в обоих случаях одинаково хороши. Причем я бы даже сказал, что для этой цены слишком хороши, поскольку они продолжительные, хорошо контролируются и лишь плавно затухают уже после 15 кГц, что для динамических наушников является отличным результатом. Ну а теперь давайте обсудим, как все это уже будет ощущаться на практике. Ну и начнем с низких частот, которые в этих наушниках получились, хоть и не какими-то прям сверхбасхедными, но при этом они точно будут способны приятно удивить большинство из вас. И в первую очередь они порадуют вас своей хорошо ощутимой глубиной сабаса, довольно выразительным и панчевым мидбасом, а также нормальной текстурностью и вполне быстрой атакой. При этом бас в целом здесь ощущается в своей подаче очень точным и хорошо контролируемым, поэтому даже на насыщенных композициях он не превращается в какую-то гулкую массу, а сохраняет отличную читаемость и контроль. И пусть его количество нельзя назвать каким-то прям сверхэкстремальным, зато он отлично сочетает в себе приятную физичность, скорость и по-настоящему аудиофильский зрелый характер, который, на мой взгляд, является оптимальным для разных музыкальных жанров. В общем, это такой максимально грамотный и точный бас, который одинаково хорошо раскрывает как современную
современную электронику, так и уже более сложные инструментальные жанры, где как раз таки требуется точность, контроль и хорошее физическое присутствие. Но средние частоты здесь получились достаточно теплыми и в меру нейтральными, но при этом совершенно не скучными, а наоборот, они обладают хорошим насыщением, достойной энергетикой и отлично передают эмоциональную составляющую любой музыки. При этом середина остается очень чистой, подробной и хорошо проработанной, благодаря чему различные нюансы записи прослушиваются легко и без какого-либо напряжения, особенно при использовании серебристого звуковода, с которым вокал звучит естественно, очень достоверно, но инструменты обладают хорошим весом и натуральными тембрами, ну и сама подача в целом оставляет крайне приятное ощущение легкости и свободы. И именно поэтому музыку здесь хочется не анализировать, так скажем, через силу, а просто слушать и получать удовольствие. А вот высокие частоты, на мой взгляд, здесь получились очень удачными, поскольку здесь производителю удалось найти тот самый действительно грамотный баланс между детализацией, нормальной техничностью и комфортом. И это будет точно не резкая и неутомительная подача, но в то же время ее точно нельзя назвать какой-то темной или приглушенной, потому что высокие частоты звучат очень чисто, зрело и сбалансированно, с хорошим количеством воздуха и отличной проработкой разных мелких микронюансов. Поэтому любители уже более внимательно вслушиваться в записи и открывать для себя какие-то различные новые детали, здесь точно останутся довольны. При этом даже супер длительное прослушивание музыки совершенно у вас не вызовет какой-либо усталости. И за это от меня, производителю, огромный респект. Ну и звуковая сцена здесь тоже получилась, ребята, прям очень такой удачной. Она воспринимается достаточно широкой, обладает хорошей глубиной и отличной локализацией инструментов как для этого бюджета. И все планы читаются прям очень легко, музыка звучит свободно и естественно, но сама сцена точно не кажется вам какой-то искусственно раздутой или зажатой, как в темных моделях. И в итоге, по сути, создается очень такая цельная и комфортная картина звучания, которая одинаково хорошо подходит в принципе для раскрытия любых музыкальных жанров. Ну и в итоге я пришел к тому, что In Awaken Down Mistwood это действительно очень удачные и динамические наушники, в которых практически нету каких-либо явных компромиссов. И они предлагают выразительный, но хорошо контролируемый бас, отличную детализацию, высокий уровень техничности и очень сбалансированную подачу. Если сейчас вы ищете универсальные и самое главное, очень красивые наушники с действительно взрослым и грамотно настроенным звучанием, то эта модель определенно заслуживает вашего внимания. Но ссылка на покупку этих наушников будет в описании и закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.